Теплее не становится. О, привет! Вы тоже уже греетесь пледами и теплой вкусной едой? Мне вот очень захотелось овощного салатика. Так, чтобы хруст огурчика, сок помидора, аромат свежей зелени и чтобы тепленькое, вкусное, а то холодные овощи из холодильника придется запивать имбирным чаем. Хорошо, что все это возможно. Я не про чай, а про салат из свежих сочных овощей. Так вкусно рассказала, что уже не терпится приготовить. Список ингредиентов вы можете найти в описании. Поэтому давайте быстренько в магазин, а я пока буду варить нут. Давайте, одна нога здесь и другая уже тоже здесь. Салат все-таки у нас не столь банальный, чтобы использовать огурцы и помидоры. Ингредиенты будут весьма необычные и интригующие. Для приготовления салата нам понадобится капуста кейл, лимон, кинза, зеленый лук, оливковое масло, сушеная смородина, яблоко, киноа, соль, фенхель, кориандр и нут. Чтобы процесс приготовления блюда длился более быстро и продуманно, стоит начать с термической обработки. В нашем случае сварить нут и киноа. А для того, чтобы нут сварился за короткое время, его следует замочить на ночь. Вы, конечно, можете купить банку консервированного нута, но мы хотим избежать большого содержания сахара и соли, поэтому сварим нут самостоятельно. Заранее замоченный в воде на ночь нут добавляем в кастрюлю с водой и ставим на огонь. Варим до готовности. Вместе с турецким горохом, это творческий псевдоним нута, мы поставим вариться киноа, только в отдельной кастрюле. Соблюдаем пропорции 1 к 2 и к стакану киноа добавляем 2 стакана воды. Пока что возле плиты нам делать нечего. Крупы и бобовые сварятся без нашего участия, только краем глаза поглядываем, чтобы не убежало. В мире зелени существует множество разновидностей салата. В кулинарии чаще всего используется салат латук. Но что делать с капустой кейл, мало кто знает. Приготовить ее неправильно, получатся жесткие невкусные резиновые листья. Но мы сегодня приготовим правильно и как раз используем в осенне-зимнем салате. Первый секрет подготовки капусты кроется в ее правильной очистке и нарезке. Нам нужно отделить капусту от жестких стебелей и волокон. Для этого складываем лист пополам. Остается единый стебель. В этом положении очень удобно пройтись ножом вдоль стебля и разделить его от мягких зеленых листьев. Затем нарезаем листья где-то размером в полсантиметра. Чем меньше вы их нарежете, тем нежнее они будут проявлять себя в салате. Чтобы наша необычная необузданная капуста превратилась в мягкие салатные листья, мы добавим оливковое масло и соль. Теперь хорошенько помнем руками, как бы втирая масло с солью в кейл. Капуста начнет отдавать сок и хорошенько раскрывать свои вкусовые свойства. Когда нут и киноа достигнут состояния готовности, откройте крышку и дайте им остыть. Иначе слишком высокая температура сделает блюдо не салатом, а основным. Пока нут и киноа остывают, у нас есть время, которое мы используем во благо для нарезки оставшихся ингредиентов. Небольшими слайсами нарежем спелое кисло-сладкое яблоко. Шкурку по желанию можно оставить, особенно если это яблоки из сада, а не из магазина. Высыпаем в салатницу. Беремся за нарезание петрушки. Тут процесс пойдет быстрее. Ни вам шкурки, ни вам косточек. Также в салатницу высыпаем киноа. Теперь нут, он же турецкий горох.
Сушеную смородину 1/3 стакана. Зеленый лук. И цедру лимона 1 чайную ложку. Теперь это все нужно перемешать. Хоть салат и осенний-зимний, но цвета у него просто потрясающие. Чего-то не хватает – специй и соуса. Работа со специями – это очень интересный процесс. Никогда не бойтесь использовать их во время готовки. Только всегда знайте, специи хороши в меру, и при правильном употреблении они будут словно вишенка на торте, прекрасным дополнением к любому блюду. Многие специи раскрывают свой вкус и аромат только при нагревании. Для салата мы сегодня будем использовать кориандр и фенхель. Именно о них и поговорим в нашей новой рубрике «Симфония специй». Кориандр – это семена кинзы, которые входят в состав всемирно известной приправы карри. Кориандр, как и многие специи, в общем хорошо использовать после нагревания. Когда раскроется полнота аромата и вкуса, вы поймете, зачем вообще нужны специи и как полезно знать нюансы их использования. Кориандр придает еде пикантный вкус и неповторимый аромат, а еще несет очевидную пользу для здоровья, налаживает процессы пищеварения, является болеутоляющим и антисептическим средством при гастрите и язве. Поэтому используйте кориандр на своей кухне с пользой. Теперь немного о фенхеле. С глубокой древности люди активно используют фенхель в самых разнообразных целях. Поэтому он входит в топ-5 специй, необходимых в кулинарии, признан хорошим средством для снижения веса и благотворно влияет на усваивание и переваривание пищи. Издавна люди верили в то, что семена этого растения наделены целебными свойствами, способны восстанавливать силы, а также улучшать зрение. Еде фенхель придает неповторимую нотку сладости и остроты. В Индии вы сможете встретить семена фенхеля на десерт в качестве заключения обеда. После сытного приема пищи он освежит дыхание и хорошо скажется на пищеварении. Для приготовления приправы для салата уже известные вам специи фенхель и кориандр нужно прокалить на сухой сковороде в течение 30 секунд, чтобы все ароматы и тонкий вкус раскрылись в процессе нагревания. Затем высыпаем специи в ступку и перемалываем. Добавляем в салат. Все эти дары природы нам нужно заправить вкуснейшим соусом. Засекайте 2 минуты, потому что именно столько вам понадобится для его приготовления. Мы используем 3 столовые ложки яблочного уксуса, 3 столовые ложки лимонного сока, 3 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка сиропа агавы, 1 чайная ложка пасты мисо, 1 чайная ложка соли, 1/4 чайной ложки паприки, копченой паприки, и 1/4 чайной ложки перца. А теперь взбиваем до однородности. А теперь заправим салат. И перемешаем. Аромат от специй просто феерический. Мы уверены, что это блюдо будет отлично выглядеть на любом столе. Праздничном, новогоднем, повседневном. Да, это немного дольше, чем салат из огурцов и помидоров, но это определенно того стоит.
Ваши вкусовые рецепторы будут просто танцевать от радости, а желудок благодарить за правильное использование специй в нужном количестве. Теперь осталось все это очень красиво подать. Накладываем салат. Какая насыщенность вкусов нас ждет. Здесь и кейл, и яблоко, и нут, и киноа. Осталось только украсить проростками. Это проростки чеснока. Дадут небольшую остриночку. И проростки редиски. Если вы считаете нужным, можно посолить или помаслить еще сверху, но думаю, мне этого будет достаточно. Теперь самый ответственный момент. Так, мне нужна вилка. Попробуем. Нежный кейл, теплая киноа, нут, пикантный соус и просто волшебный вкус. Это того стоит, да. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал. В описании вы можете найти ссылки на другие наши социальные сети. И отмечайте наш Инстаграм, когда будете выкладывать фото еды, приготовленные по этим рецептам. Самые классные мы обязательно покажем в следующих выпусках. Спасибо, что посмотрели это видео. Пока!